Всем здравствуйте, всех приветствую себя на канале. Меня зовут Алла, кто еще со мной не знаком. И сегодня тема общего расклада «Какая женщина хочет с вами отношений?». Расклад будет на две позиции, поэтому мои постоянные подписчики уже знают, что нужно загадать цифру или интуитивно выбрать карту. Можно осмотреть два варианта, если вы чувствуете, что вам это отзывается. Итак, поехали. Выбираем. Это будет первый вариант, это будет второй вариант. Для тех, кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал, ставьте этому видео лайк и открываем первый вариант. Итак, единички. Ваш сигнификатор двойка мечей. Здесь какие-то у вас неоднозначные отношения, будем уточнять. Знакомы ли вы сейчас и в каком у вас состоянии отношения между вами? Вообще, какая энергия в вашей паре? Да, знакомы. Какие отношения на сейчас между вами? Видимо, вы в ссоре на сейчас. Значит, единички. Подойдет этот общий расклад тем, кто сейчас в ссоре. Причем ссора здесь может быть такая, достаточно серьезная. Здесь может быть такое, что вы оба заблокировали друг друга, или здесь женщина вас заблокировала. Значит, здесь речь идет о том, что между вами пробежала не просто черная кошка, а какая-то большая жирная котяра. У женщины здесь прям какая-то такая сердечная на вас обида. Причем самое интересное, что вы можете даже и не понять, вот за что она реально с вами рассталась. Здесь про то, что ваше расставание, оно могло быть чересчур эмоциональное. И женщина, вот она могла с вами расстаться, ну чисто так вот, знаете, визуально, за какой-то ерунды вообще. То есть вы могли и не понять, что вы вообще поссорились, потому что долгое время вам как бы не доходило, как из такой ерунды вообще можно расстаться и поссориться, еще и заблокировать. Здесь какая-то женщина такая, знаете, такая палец в рот не клади. Характер здесь может быть мужской, такой, знаете, сильная такая женщина, может быть, по характеру, типа я сказала, и будет так. Здесь по гороскопу может быть стихия огня, то есть овны, львы, стрельцы, скорпионы, кстати, сюда тоже подойдут. Хоть это не стихия огня, но они тут тоже будут хорошо подходить, резонировать. Так, что ты думаешь по поводу этой ссоры? Вот к какому выводу ты пришла? Знаете, она жалеет. Она жалеет об этой ссоре. И теперь вот, знаете, такое ощущение, как будто, может быть, она, кстати, выпившая была, так тоже может быть. Здесь, смотрите, есть таких два варианта. Первый вариант – это то, что она была очень выпившая, и вот то, что она вам наговорила, это не потому, что она реально хотела с вами поссориться. Есть такие люди, когда вот они выпивают, они теряют вообще клепку в голове, и они вообще теряют понимание, что происходит, кто перед ними. То есть, знаете, у них как такой пьяный какой-то туман перед глазами, и они теряют связь с реальностью. И второй вариант про то, что она была абсолютно трезвая, но очень эксцентричная такая барышня, очень такая вот она импульсивная, эмоциональная. Вот есть люди, которые вот если они с кем-то ругаются, то такое ощущение, вот знаете, как будто все, перед вами чужой человек, застилают глаза какой-то туман, и вы не узнаете эту женщину. То есть вы понимаете, что перед вами чужая тетка. И вот этот вариант здесь тоже может отыграться. Так, хорошо. Что у нее к вам? Давайте спросим так. Злится. Злится, знаете, за что? За то, что вы ее не остановили. Здесь, смотрите, либо вы привыкли к тому, что она все время вот такая, импульсивная, раздражительная, вспыльчивая, такая, знаете, вот стервозная.
Может быть, вы сглаживали вот эти все острые углы, и в какой-то момент у вас тоже сдали нервы. И в этот раз вы уже то ли не уступили ей, то ли не сгладили вот эти острые углы, и она здесь вот прям на вас разозлилась. Типа, как так? Вот почему ты же видишь, что я сейчас ору, почему ты вот как обычно либо не перевел в шутку, чтобы закончить скандал, либо не успокоил меня. То есть тут каждый сам думаете. То есть, может быть, вы это все переводили в шутку, и вы потом оба смеялись. То есть здесь может быть такое, что женщина без юмора, а вы, наоборот, могли всегда ее злость перевести в юмор. И вот таким образом вы мирились. Или же здесь вы как-то могли ее там обнять, прижать, не знаю, там что-то такое ласковое сказать, или там как-то уметь совладать с истериками. Но вот в этот раз, видимо, что-то пошло не так. Поэтому женщина, она сейчас очень парится на тему того, почему он меня не успокоил, почему он взял и как бы поссорился со мной. Ну, раз так карты говорят, значит, обычно вы с ней не ссоритесь или как-то вы ее вот эти истерики как-то так аккуратненько их купируете. В этот раз, видимо, не получилось. Поэтому смотрите, в любом случае женщина сейчас опомнилась. Женщина поняла, что из-за какой-то ерунды это все произошло. Злится на вас, что вы не смогли ее остановить вовремя. И что ты будешь дальше делать? Ну, она хочет помириться с вами. Ты будешь сама делать шаги. Ну, смотрите, у кого-то, помним, да, что расклад общий, это не личный расклад. Поэтому у каждого из вас тут будут свои какие-то индивидуальные ситуации. У кого-то ее примирение будет заключаться в том, что она вас разблокирует. Ну, то есть вы увидите, что вы были заблокированы, теперь она вас разблокировала. Да, детский сад, да, инфантильный подход, но тем не менее. В ее понимании, типа, камон, заходи, я уже готова с тобой мириться. Видишь, я тебя разблокировала. У кого-то здесь отыграется то, что она, зная, где вы находитесь, в городе, либо в поселке, где вы живете, она будет появляться в тех местах. Ну, то есть специально для того, чтобы столкнуться с вами вот в том месте. Может быть, вы где-то обедаете, она знает, что вы там есть, и она в это время туда тоже придет. Либо, если у вас есть друзья общие, либо через родственников, она может передать, типа там, передайте ему, что я там, не знаю, хотела бы его увидеть. То есть, понимаете, тут вот как-то по-хитрому, типа я тебе звонить не буду, но через кого-то я тебе передам. Поэтому вот да, здесь хочет встречи, здесь хочет разговор, здесь хочет с вами помириться. Вот такой вот здесь тяжелый характер в первом варианте у барышни. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И напоминаю, что для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Не пишите мне в смс-ках, как с вами связаться. Вы же видите, что номер телефона на экране. Потом пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Так, мы переходим с вами ко второму варианту и смотрим, какой же тут сигнификатор. Ух ты, начало хорошее. Туз чаш. Так, туз чаш. Смотрим, что между вами у двоечек на сейчас. Какие между вами отношения. Угу. Здесь про какие-то новые отношения. Да. Вы знаете эту женщину. Ребят, знаете, что может быть? Значит, помним, да, расклад общий, поэтому я вам рассказываю все сценарии этого общего расклада, а вы уже их подстраиваете под себя, понимая, подходит или не подходит. Значит, смотрите, кому подойдет. Здесь может быть такое, что, например, вы живете в одном доме, у кого-то там может быть парковка во дворе, и вы частенько друг друга видели на парковке. Или вы, может быть, там, если у вас есть машина, то вы частенько там как-то встречались, там выходили из машин, как-то там вот здоровались вот в таком формате. Также это может быть, что во дворе вы частенько пересекались. Кто-то из магазина, кто-то там, не знаю, просто там как-то пересекался. Здесь очень похоже на то, что вы эту женщину знаете, она имеет к вам близкое отношение,
Но здесь как бы на фоне, ну тут нет каких-то отношений, прям знаете, чтобы сказать, что вот вы с ней в отношениях. Здесь новая завязка. Здесь это больше похоже на то, что она могла вам как-то так, знаете, аккуратно улыбаться, там, здравствуйте, как ваши дела, ну вот в таком формате, знаете. То есть как бы она обращала вам внимание на то, что вот она вас как-то выделяет, то есть вы не просто какой-то там сосед. Еще может быть, кстати, что это женщина из вашего офиса, или это женщина, которая имеет какое-то отношение к вашей работе. Ну, например, вы работаете в офисе, или на рынке, неважно, каждый тут подстраиваете свой какой-то пример. И, например, в обед вы ходите там в одну и ту же кафешку. И вот в обед вы можете там сталкиваться частенько, подмигивать, улыбаться, там рассказывать какие-то анекдоты и так далее. У кого-то это может быть кассир на заправке, и вы там частенько туда заезжаете, заправляетесь, улыбаетесь друг дружке. Ну, в общем, поняли, да, ход моей мысли. Значит, здесь про то, что женщина, вы ее прилично уже так давненько знаете, и она вас. И здесь такое ощущение, что вот если раньше она просто как-то там вам улыбалась, то сейчас такое ощущение, что она в шутку могла просить у вас номер телефона, или там приглашать вас на кофе, или спрашивать там, а что вы делаете вечером. Ну вот, понимаете, тут явно вот с ее стороны уже какая-то была инициатива. А что мужчина в твоих глазах, как он себя ведет? А мужчина ничего. То есть она вас видит, что вы человек какой-то такой. То ли вы как-то не включаетесь на нее, то ли как-то вы побаиваетесь вообще вот с ней как-то, не знаю, ну не то, чтобы оставаться наедине, ну вот, например, если это ваша соседка, да, вы там частенько где-то там во дворе встречались, там были люди. А если вот она вас приглашала, не знаю, там к себе домой или там куда-нибудь в ваше кафе, которое рядом, как-то вы, может быть, или были заняты, или вы ей реально там как-то отказали, потому что не захотели, ну что-то такое. И она вот ваши вот эти, ну типа отказы, она это восприняла, что она вам не интересна. Что-то тут такое было. Может быть, вы были в тот день без настроения. Она к вам подошла, что-то там с вами разговаривала. Может быть, вы там как-то на нее не так посмотрели. И она здесь пришла к выводу, что она вам не интересна. А так ли это? Вы знаете, какое-то время, кстати, да. Здесь какое-то время, ребят, знаете, что могло быть? Либо у кого-то из вас эта женщина была замужем, и вы об этом знали. И по этой причине вы, ну, как бы смотрели на нее как на занятую женщину. И у кого-то из вас сейчас будет такое, что она уже как бы либо развелась, либо рассталась. То есть она сейчас свободна. А у кого-то здесь может быть такое, что навсегда была свободна, ну вот пока вы знаете. Но вам она почему-то читалась как занятая, как замужняя. Обычно так бывает, знаете, когда женщина очень нравится, и вы смотрите, думаете, да ну ладно, ну не может быть вот такое, чтобы у такой классной, красивой, шикарной женщины не было мужчины. И вы знаете, ребят, вот это, кстати, очень часто ошибка. Вот я часто от своих клиентов слышу и от женщин, и от мужчин, что говорю, ну так подойдите к ней. А он говорит такой, клиент, а вдруг она замужем? Ну так и что? Зато ты уже узнаешь, ты не будешь лишний раз париться на эту тему. Все. То есть ты обломаешься, поймешь, что она занята, и как бы переключишься на поиски другой женщины. В противном случае что получается? Ты ходишь, думаешь, накручиваешь себя, там, вгоняешь себя в какие-то мысли негативные и так далее, пугаешь себя своими страхами. Ну, то есть зачем это делать? Просто подойди, узнай. Да-да, нет-нет. Поэтому смотрите, тут такое, что вот если она была занята, то сейчас она уже свободна. Если вы думали, что она занятая, то у большинства тут отыграется, что она была свободна. Просто вам так казалось, что вот, ну, не может быть такое, чтобы у такой шикарной женщины никому не было. Поэтому, ребят, во втором варианте тут совет. Будьте активнее, будьте инициативнее. Не надо трусить. Не надо додумывать того, чего там вообще может не оказаться. Пойдите спросить, язык не отпадет. Ничего страшного в этом не произойдет. Так, чего она от вас хочет? Смотрите, она хочет с вами
на сейчас ближе познакомиться. Что это значит? То есть, первое, она хочет понять, что она вам интересна. Второе, ей просто хочется с вами вот познакомиться, типа, насколько она вам интересна, насколько вам есть о чем поговорить, насколько вам легко и комфортно в общении. А потом что? Ну, посмотрите, а потом туз жезлов. А потом здесь как раз возможна влюбленность в вас, и здесь может закрутиться очень прикольный, классный роман. Ну и так как это расклад общий, естественно, то этот роман у каждого из вас, конечно же, будет отыгрываться по-разному. У кого-то это придет к семье, у кого-то только к сексу, а у кого-то приведет просто как романтической истории. Поэтому давайте вот так это назовем. Так что, ребят, тут каждый, как говорится, сами делайте для себя выводы, кто себя узнал в этой истории. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях. Как всегда, подписываемся на мой канал, ставим этому видео лайки. Напоминаю, что для заказа личных консультаций не надо мне писать под видео, а как с вами связаться, а просто посмотрите на экран. И на экране вы увидите мой номер телефона. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. На этом всем хорошего вечера и всем пока.